Всем привет! С вами снова я, Бига. Сегодня вместе с вами я распакую долгожданных, самых лучших кукол Monster High в моей коллекции на 2023 год. Давайте поскорее посмотрим, кто хранится в этой коробочке Mattel Creations. Повелитель Хэллоуина Джек и мечтательница Салли. Та самая легендарная парочка, настоящая любовь никогда не умрет, так же как моя любовь к куклам Monster High. Посмотрим на самих куколок. Я уже готов к обзору, а вы начинаем. Куча стресса и нервов от покупки этого набора на Mattel Creations, тысячи перекупщиков на eBay. И весь этот кошмар оправдался набором «Кошмар перед Рождеством» от Monster High. На 30-летие мультфильма «Кошмар перед Рождеством» The Nightmare Before Christmas, обожаю этот шедевр, Monster High выпустили сет с главными персонажами. Кстати, это первая коллаборация монстряшек с Диснеем и талантливым Тимом Бёртоном, который как раз создает анимационные картины про потусторонний мир. Две вселенные сошлись, и получился вот такой удивительный, кошмарно крутой, качественный сет. По традиции, коллекционные монстряшки упакованы в две коробки. Первая – это лицевая, такая вот упаковка-обложка. И здесь мы видим портрет кукол, которые выходят из тьмы. Мне очень нравится, что они лакированные и объемные. Это мои первые коллекционные куклы с коллектор, и я очень рад, что ими оказались Джек и Салли. Сразу двойная радость. Переворачиваем коробку, видим полнолуние и описание этого набора. На холме мы видим корзинку, которую любезно приготовила Салли для свидания с Джеком. Этот коллекционный набор посвящен моменту, когда Джек и Салли осознают, что они созданы друг для друга. Снимаем лицевую упаковку и наконец-то встречаемся с куклами! Основная коробка отображает вход на кладбище, где во время полнолуния они встретились на холме. У врат летает собачка-призрак Джека, Зиро, жалко его нету в комплекте. Фу, Зиро, не сейчас. А еще можно заметить тыковки с злобными мордашками. Тыквы пляшут меж руин, это город Хэллоуин. В нижней части коробки я заметил надгробие. Они что, похоронили монстряшек? Надгробие Дракулауры, Клодины, Фрэнки. Жутко. И по всей коробке летают снежинки. Мэри Крисмас! С обратной стороны мы видим портрет, где Джек и Салли держатся за ручки. Так романтично. Друзья, приступим к распаковке! Я так этого ждал! Открываем верхнюю крышечку. Посмотрите, тут тоже есть черепок Monster High. Самый долгожданный момент. Как же мне нравится этот фон. Видно, что дизайнеры подошли с любовью и продумали все детали. Тут очень много отсылок и пасхалок на сам мультфильм «Кошмар перед Рождеством». С обратной стороны мы видим сертификат, карточку от Mattel Creations и от главного дизайнера с автографом. Сейчас я чувствую себя Чарли из Вилли Вонки, который вытащил какой-то крутой золотой билет. Только в этот раз это черный билет от Mattel Creations. Очень крутая карточка, которая обязательно пойдет на полочку. В комплекте у кукол есть подставки, а для Джека сделали специальную с длинным стержнем. Это что-то новенькое. Джек Скеллингтон на свободе, он пугающе крутой. А еще хочу сказать пару слов насчет подставки. В комплект ему положили обычный держатель для девочек-монстряшек. Хотя ему больше подходит обычный держатель для мальчиков Monster High. Потому что когда мы его разденем, увидим пластиковую основу для его скелетного тела. Подождите, я забыла сумочку. Ой. Теперь я готова. Салли! Кстати, у ее мультяшного прототипа вообще нет бровей. А эта монстряшная версия мне даже нравится больше. Очень милая и красивая. Ну что, Джек, ты хотя бы уступишь место даме, чтобы мы рассмотрели ее поближе? Салли – это живая кукла, оживленная доктором Франкенштейном в его лаборатории. И мне кажется, этого персонажа придумали по мотивам фильма «Франкенштейн». Эта красивая девушка и вправду чем-то напоминает нашу любимую Фрэнки. Вальтанутые подружки! Чих. У куклы Салли получилось красивое мечтательное лицо, ярко-оранжевые длинные волосы цвета осенней листвы, хорошая прошивка и по материалу это саран. На голове ободок с черным бантиком и ингредиентами для зелья, чертополох Салли с корнями. Представляете, стержни цветочка-то прокручиваются. Отдельная деталь. Салли словно короновали, и теперь она тоже повелительница города Хэллоуин вместе со своим парнем Джеком. Серьги этой куклы мне очень нравятся, потому что это свисающие мордашки черных кошечек с желтыми зловещими глазками.
Эти черные кошечки прям как из мультика. Это мой амулет на несчастье. Ой, то есть на удачу. Ушки у Салли реалистичные, крошечные и кругленькие. Большие глазки Салли – это первое, что бросается в глаза. Они огромные, мультяшные. И зрачки – это просто точки. Молот у Салли свежий и неповторимый, 2022 года, с большими глазками, маленьким носиком и пухлыми губами. А ты что сюда пришла? Ее милое личико подчеркивают густые брови и перламутровые зеленые тени. Также на лице есть швы. И ее рот тоже перешит. Мне его ученый зашил, чтобы я не раскрывала секреты оживления. Салли! Создатель идет за мной! Скинтон Салли светло-голубого цвета с синими швами на теле. Они присутствуют на руках, ногах, шее и туловище. Ожерелье Салли выполнено из черных корней чертополоха или из корней трупного цветка. Да, ведь это просто скопированный аксессуар аммониты Nightshade. Салли носит культовое платье, сшитое из лоскутков. Желтый атлас и сиреневая ткань соединена зигзагообразной строчкой, как в мультфильме. Только дизайнеры Mattel перевоплотили его в вечернее платье с подолом из паутинки и рукавами-фонариками из мягкого кружева. К нижней части пестрого платья Салли поверх пришита черная сеточка. Полосатый черно-оранжевый поясок на талии Салли гармонично смотрится с жилеткой Джека. Ну да, ведь я это все сшила. Атласное платье Салли на липучке. Обувь коллекционных кукол Monster High – это произведение искусства. Черные босоножки со швами и закрученными корнями в духе Тима Бёртона. На одной написано «Зловоние лягушки», а на кругленькой баночке «Опасное смертельное зелье. Смертельная ночная тень». «Салли, где мой суп?» «Как же он мне надоел! Пора отравить папашу. Чего ж добавить? А времени в обрез. Зелье готово. Надеюсь, ничего не заподозрит». «Ты опять хочешь меня отравить?» «Нет, ты что?» «Сама попробуй». «Я не голодна». Салли – набивная кукла, созданная ученым, поэтому, когда она расходится по швам, ей на помощь приходит катушка с нитками. Изначально мы думали, что она такая же, как у Фрэнки «Страшные сказки». Но форма больше похожа на сумочку Фрэнки второго поколения. Сумочка открывается, и туда можно положить ножницы из плейсета Фрэнки. Пришло время для самого главного персонажа мультфильма «Кошмар перед Рождеством» – задумчивого повелителя всех тыкв Джека Скеллингтона. Голова у Джека выполнена из плотной резины, ее приятно жмакать, и она полностью круглая. Но, конечно, на ней промолдирован носик. Углубление под глазницы с тенями. Рот у него тоже зашит, чтобы не раскрывать тайны. Но мне все же нравится, что Джек улыбается, ведь были экшн-фигурки по этому мультфильму с пугающими мордашками. У него даже слегка удивленное лицо при виде такой красавицы Салли. Его черепушку отлили в 22 году. Кстати, благодаря шарнирам его голова подвижная, что очень хорошо для стоп-моушена в кукольной анимации, то, что я так люблю. Каждому смокингу положен бантик, и у Джека это летучая мышь, которая расправила свои пугающие крылья. «Мышью летучую улечу в твои сны!» Эта летучая мышка хорошо смотрится с кошачьими сережками Салли. И этот бантик по форме точно такой же, как в мультфильме, только, к сожалению, не прокрашенный. Зацените Джека с волосами, ему идут дреды. На имитации рубашки черные пуговки, смокинг из атласа с черепками и хэллоуинскими оранжевыми полосками на жилетке. На полосатом пиджачке с воротничком есть шлейф из порубленных атласных ленточек. А вам нравится, как дизайнеры и стилисты Mattel дополнили и улучшили образы старых персонажей? На пиджаке есть бирка от Monster High Collector, и на удивление одежда сшита в 23 году. Оксфорды Джека с спиральным холмом на каблуках, они с острым носиком, шнуровкой и простроченными ажурными узорами. И это тот самый холм, где в конце мультфильма персонажи взялись за ручки и поцеловались. Пока начал раздевать Джека, заметил, что жилетка тоже обманка, она пришита к штанам. И сзади на штанах у Джеков есть такой разрез, чтобы куклу можно было удобнее посадить. И нет, не пугайтесь, это не брак. Эксклюзивная уникальная особенность Джека – это его шарнирное скелетное тело. В детстве мне всегда было интересно, что же у Джека под костюмом. И Monster High нам первые показали Джека без костюма. Это худощавое тело скелета.
По такому скелетику можно изучать анатомию в школе монстров. На косточках промолдирована марка 2023 год, сделана в Китае, Маттелом вместе с Дисней. У Джека все косточки шарнирные и цвет его скелета призрачно-белый. Посмотрите, Джек четырехпалый, настоящий монстр. И это не обычный скелет мальчика Monster High, он намного выше. Я достал всех своих скелетиков из кукольного шкафа, и теперь можно сделать сравнение. Скеллингтон такой же белоснежно-белый, как и мой крейт-монстр скелетонша. Я не мог не сравнить Джека с главным скелетиком школы монстров, Скелете Калаверос. И она побеждает в этом скелетонском батле, потому что ее тело намного реалистичнее и детализированней. Но чтобы не делать акцент только на старых костях, я хочу похвалить шарнир в лодыжке у Джека и его пяточку. Смотрится жутко круто. Сравниваю Джека со всеми типами тел парней Monster High из моей коллекции. Спортивное телосложение третьего поколения, стандартное и высокое. Как вы видите, Джек на голову ниже, чем Хексикай. О, Джек и Салли, какие же они милые и идеально дополняют друг друга. Я очень рад, что эти коллекционные куклы с коллектор оказались в моей коллекции. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если хотите увидеть больше обзоров на монстряшек и на кукол из других брендов. Помните, что настоящая любовь вечна. И всех поздравляю с наступающим Рождеством. Для меня это лучший подарок, набор «Кошмар перед Рождеством». Все, у меня появилось желание пересмотреть этот мультфильм вместе с новыми куклами. И предлагаю вам сделать это вместе со мной. Подписывайтесь на мои соцсети и смотрите предыдущие обзоры. А также, чтобы не пропустить новые, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться». И пишите свое мнение в комментариях насчет этого крутого набора Салли и Джек. Крепко вас обнимаю и целую. Увидимся в новых видео. Всем пока! Уахаха!